Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоя. Это моя 4-я игра квалификации на чемпионат по авточессу. И хочу я эту игру, наверное, потратить на шаманов. У меня была 3-я игра на шаманах, но так как я уже прошел полуфинал, я хочу попробовать 4-ю карточку сделать довольно-таки интересно и необычно. А шаманы, я считаю, это довольно интересно и необычно. Причем еще и, ну, как говорят в чате моего телеграм-канала, то стабильные топ-3. Насколько стабильный топ-3, давайте мы это сейчас и проверим, потому что мне кажется, что это не стабильный топ-3. Все зависит от того, как вам приходит фигура, это первое. Второе, какие у вас противники, потому что если у вас, не дай боже, противники играют на зверях через суммоны, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что будет с вами? Возможно, у меня будет хороший старт. Не факт, конечно, но возможно, у меня будет хороший старт. В идеале мне для старта нужно кристалл маны и блинк. Вот эти два предмета, они мне как бы идеальны. Но придут ли они мне со старта, пока непонятно. Мне бы хотелось на самом деле, чтобы у меня гоблины мехи были, чтобы я халявные роллы получил. То есть, чтобы у меня какой-то, знаете, более-менее хороший старт был. Мне нужно до 8 уровня выйти с максимальной экономией хп. Я возьму Марси. Сейчас объясню почему. Мало ли, мне придет Манки Кинг, и я этого Манки Кинга смогу сделать через синергию кунг-фу. То есть, ну, либо добавлю синергию кунг-фу. Хотя на самом деле, какой добавлю синергию кунг-фу, если у меня, ну, не придут мне 6 шаманов. То есть, мне не придет 100% панда нефритовый генерал, и мне по-любому не выпадет... Не, ну ладно. Может и выпадет. Может и выпадет орк-шаман пятерочка. Может быть. Хотя, зная свою удачу, единственное, что мне может упасть, это болт на 28. И все. Так вот, вернемся к той теме по поводу... Да бог ты мой! Какие ужасные предметы. Вот ей-богу. Да. Вот этот граль я взял чисто из-за того, что мало ли, у меня получится гоблинов-мехов собрать. Ну, мало ли. Получится гоблина-мехи со старта, это будет хорошо. У меня будут халявные роллы. Этот святой грааль по механизмам дает больше от хила, потому что, вдруг кто не знает, но синергия механизмов дает на 50% больше от хила, нежели другие синергии. То есть реген, от хила и тому подобное, то в мехах это намного больше все. Там прям в синергии это и прописано, что... Ладно. А ну, ребят, вот давайте прямо сейчас, на текущем раунде, как вы думаете, вот пишем в комментариях, пока я не распродал их. Пишем в комментариях. Придет мне Тинкер в двойку или нет? Я думаю, нет. Я думаю, Тинкер в двойку мне не придет. Я его возьму и продам этих двух Тинкеров. Потому что уже 5-й раунд, а мехов у меня нету. Вот и кого мне сейчас поставить на стол? Поставить Тинкера? Глупо. Точнее, Клокверка. Я, наверное, Леона поставлю. Судя из того, что у меня вот такой сейчас старт более-менее, ну, плохой, я бы поставил жрецов и вышел бы через лустрик. Гоблин. Я выйду в 10 монет, поставлю этого гоблина, мало ли у меня получится монетку забузить. Получится монетку забузить, будет прекрасно. Я в любом случае мало чего теряю, так как у меня и сильных фигур нету. У меня не сильных фигур, у меня даже ничего особого хорошего и не пришло. Единственное, что наверное, я Клокверка зря продал. Наверное, Клокверка нужно было оставить, продать Марси и выставить хотя бы фуловых гоблинов. Мало ли, баф бы упал на кого-то из моих фигур хороших, там, допустим, на Тинкера. И, либо же, ну да, на Тинкера получается, то как-никак, может быть, кого-то он бы и забрал. То есть пару раз бы кастанул свою способность и кого-то бы забрал. Но тоже это работает двояко, потому что если против меня был бы какой-то суммонер, то этот баф гоблинов сыграл бы со мной злую шутку, так как... О, монет. Ого! А чё так сразу быстро я монетку забузил, алё? Мне такое нравится. Вот такое мне нравится. И гоблин, ой, гоблин, шаман пришел. Орк-шаман пришел. Один. Я, наверное, возьму Эсэфа. Возьму Эсэфа. Если в двойку он придет, то он будет неплохо взрывать. Если же в двойку не придет, то он будет плохо взрывать. Ну, это как бы логично, да?
Не знаю, мне как-то, ну, мне не хочется Марси продавать, но в целом я бы, наверное, ее продал бы. Обалдеть, там чел с ником Макс собрал тебе уже двух друидов в двойку и уже АЭМа получил. Неплохо. А рандом-то, смотрю, ему благоволит. Ну что ж. Я думаю, хотя ладно, я пока не буду загадывать наперед, потому что не хочется мне накаркать. Вот не хочется. И хотелось бы мне, конечно, этого Макса наказать, но у него довольно-таки хороший старт. У него Ича в двойку, у него Фура в двойку, у него есть АМ. И для меня это проблема. Я, кстати, двух СФов сейчас поставлю. Вот так вот сделаю, ману закину ему. О, я потерял только что кристаллик свой, думаю, где мой кристаллик. На самом деле я могу выйти в 20 монет уже. То есть, если я сейчас распродам фигуру там Марси, двух Тинкеров, Аграту, я в принципе могу выйти в 20 монет. Я, наверное, так и сделаю. Наверное, я так и сделаю. Я еще думал оставить игра, но так подумал, что зачем мне этот огр нужен вообще в целом. В двойку. Чувствую, жесткое будет лобби. У чувака Алина в двойку. Котел. Ну, у него там прям все. Ну, естественно, я ж продал Тинкера, правильно? И Тинкер нужно, чтобы пришел. Спасибо тебе, дорогой рандом. Спасибо. Я тебя готов расцеловать за такой вот рандом. В самом деле, мне бы СФа сейчас. И я уже жалею, что со старта я продал Эгиду. То есть, ну, точнее, не купил эту Эгиду. Вот СФ в двойку, Эгида, ну, в двойку. Старт будет идеальный. Еще бы Дискорд у меня был, старт бы вдвойне был идеален. Почему? Объясняю. Это огромный нюк со старта. А раз это огромный нюк со старта, шанс того, что вы заберете пол стола противника, намного увеличивается, нежели вы, ну вот, не заберете вообще никого. Вот, кстати, вот Макс пришел. Ну, не понял. АДМ. А куда она Эма дел? Он убрал Эма со стола? Чего? Зачем так делать? Ладно. Сейчас против меня мобы. Сейчас против меня мобы. Я, наверное, поставлю двух орков-шаманов. Поставлю нежить. Возможно, мне этого будет достаточно. Но у меня есть подозрение, что вряд ли. Вряд ли, так как... ну, слабый стол. Но то, что Макс убрал АЭМа, для меня это прям, ну... Ничего себе. Вот, знаете, на 0,5 секунд бы раньше шаман орк нанес бы свой урон, то было бы... Ну да, я откиснул. О, как я не люблю откисать от мобов. Вот, который раз убеждаюсь о том, что нужно не жадничать, не пытаться выиграть мобов, если ты видишь, ну, если ты рационально понимаешь о том, что у тебя слабость... Бог ты мой, что? Что? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Ну, могла бы неудобная брошка мне упасть. Да, это жестко. Это жестко. Не, ну ладно, если такие предметы ко мне приходят, мне в принципе наплевать, какие они приходят. Просто на 10-м раунде, вот на 3-м и на 10-м раунде мне нужны нормальные предметы, которые помогут мне стартануть. Помогут стартануть. Потому что без нормальных предметов у меня будет жесткий старт, я буду очень много терять хп, и это будет огромная проблема для меня. А огромная проблема в развитии. Не головного развития, а в игре в развитии. 6 охотников собралось, драконы собираются. Там мне вообще непонятно, что Макс собирает. Он собрал драконов, собрал друидов. А зачем? Он хочет 5 драконов и друидов собрать? Так это ж глупо, как по мне. Не? Не, ну может быть со старта это не глупо, так как он может закерить себе там, допустим, того же визажа, это вот этот конь нежить, который охотник.
Хотя, смысл от этого? Возможно, мне стоит Рубика продать, кстати. Ну, не, я не буду Рубика продавать, мне нужны волшебники. Мне кровь из носа, нужны волшебники. И я сейчас буду брать уровень уже потихоньку, постепенно. Возможно, у меня даже получится вот этого тролля-шамана собрать раннего в тройку. Это уже, знаете, это уже что-то из ряда фантастики. Короче, катка будет жесткой. Это ни в коем случае не будет изичной каточкой. Это будет... Ничего себе каточка. Там маги собираются. Ну, в самом деле играть на мага в текущем патче, это... Ух, какие нужно стальные яички иметь. Слишком много предметов есть, которые могут законтрить этих магов. Я уже молчу о том, что есть билды целые, есть фигуры целые. О том, как контрить магов. Ну, кстати, яйцо на поле боя вышло, сейчас мы дрались с ним. Но это вот Джи Паркер, который играет, кстати, через суммоны. По крайней мере, я так заметил, что он будет зверей собирать, друидов. Не, я не буду инсектоидов пытаться брать. Знаете, у меня только что в голове промелькнула мысль, я думаю, все заметили, что я пикнул эту фигуру, и многие... Как? Многие подумали, что я захочу инсектоидов собрать. Честно, но у меня тоже мысль это промелькнула, что я хочу собрать инсектоидов, но по факту я не хочу их собирать. У меня слишком болит пятая точка, чтобы собирать этих инсектоидов. Я на них такую шишку набил. У меня на языке культурные слова даже не вертятся, понимаете? Я, когда пытаюсь сказать свою мысль на этот счет, у меня начинает припекать, понимаете? Причем припекать не только на языке, и там тоже. Тут, кстати, рыцари тролли собираются. Насколько это, конечно, будет эффективно, не особо понятно. Но это мы сейчас рассмотрим, попробуем. Кстати, а я ж могу поставить богов, а могу поставить... хекс. Могу реально автохекс поставить, но я не уверен в своем столе. Я не особо уверен в своем столе. Я пока лучше оставлю так. Со жрецом, все как надо. У меня 47... Боже, я только на мгновение заметил, что у меня 47 хп. И всего лишь 4 банки у меня, понимаете? Я лучше, знаете, достойно приму поражение от мобов. Получу за это баночку. И все будет замечательно. В отличие от того... Ну, секундочки не хватило докастить. Вот секундочки. Ну тут я откисаю, короче. Но, знаете, я рационально сейчас подумал о том, что даже если бы я выставил вот этого тролля, который дает автохекс плюс хекс, я бы, скорее всего, не вытащил все равно раунд. Хе. Отлично. Сказать, что это плохо? Нет, это шикарно. Это замечательно. Трента пока брать не буду. Вот бы мне сейчас фиолетовая фигура, конечно, упала. Было бы круто. Ой, предмет не успел предметы закинуть. Один предмет не успел закинуть. Это ошибка. О, погнали. Что такое, Макс? Не ожидал такого поворота событий, да? У тебя есть вайпер? У меня есть ТМ в двоечку с хоть какими-то, но предметами. Так, Рубик у меня есть. В самом деле, я буду керрить пока что. Неужели мне придет АМ в двоечку? Придет АМ в двойку, будет замечательно. Я бы сказал, было бы идеально. В целом, мне бы хотелось закерить Рубика. Мне бы хотелось собрать Рубика в тройку, Леона в тройку. По-любому нужно Леона в тройку собирать. Леон в тройку имба. Я уже не раз доказал, не раз уже показал то, что
Леона в тройку ни в коем случае скипать не нужно, его нужно собирать. Но тоже надо зависеть от своего билда и от билда противников. То есть, если вы видите, что против вас есть герои с маной и тому подобное. Ну вот, кстати, я тут проиграл. А проиграл из-за того, что мне появился очень полезный Никс. Играть на шаманах — это быть готовым к тому, что будет вот такая вот лажа происходить. К сожалению, это так. Мне нужна цепочка первого тира. Спасибо. Понял. Запрос успешен. Короче, почему мне нужна была цепочка первого тира? Она дает возможность сразу перевоплотиться моему шаману. Плюс, да. Ну и минус тоже, да. Ладно, я пока поставлю 2 АМов. Мне кажется, 2 АМа будет намного приятнее, нежели у меня будет 3 шамана. Потому что тот шаман у меня все равно за одну монетку стоит. А зачем он такой нужен? И, как я уже говорил ранее, играть через шаманов — это дикая рулетка. Но я думаю, вы, в принципе, сейчас сами видели. Вам может упасть герой нормальный, с хорошими предметами, а может упасть какая-то дрянь по имени Никс с хорошими предметами. И вот, кстати, я Трентуху возьму. Сейчас поставлю его вместо одного Эма. Ошибка это по-любому не будет. Обидно, конечно, что... Обидно, обидно. Обидно, конечно, что не пришла мне ничего. Так бы я мог бы денежки сэкономить. Точнее, заинкамить. Ну ладно. Сказать, что ситуация патовая, ну, такое. Так, убийцы собираются. Вот это неприятно, конечно. Но... О, то, о чем я говорил, смотрите, мне Леон в тройку попался. Зачем мне Леон в тройку попался в таком билде? Непонятно. Ну, попался. Ну, как бы, да. Вот. С таким приходится мириться, к сожалению. Да, я там Трента сейчас как бы пооткатывал, там, и просто из-за этого захил был хороший. Но извините меня, когда я соберу Леона в тройку, он мне не нужен, этот Леон будет. А я его когда-то там соберу. По-любому соберу. У меня, кстати, сейчас есть двойки, и можно было бы попробовать собрать себе 8 уровень. На 8 уровне у меня шанс на фиолетовую фигуру был бы намного выше, 15%. И я бы смог себе собрать вот этого шамана Горна. Но... Да. Ну, не только шамана Горна, я бы тогда и АЭМу смог бы собрать спокойно. Играть на шаманах — это лютое казино. Но зато я точно знаю, что... Вот, скажем так, вот вам и полезный некор упал. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что я точно знаю, что не нужно ролить предметы от слова совсем на шаманах. Вот не надо. Вот. Ого. А так можно было? А можно мне... А можно мне Леон придет? Можно мне придет... Ой, Леон. Можно мне Эм придет. Я хочу Эма. А Эма хочу просто... Что не в себя. Мне нужен Эм. Так. Цепочку, цепочку. Спасибо. Спасибо за цепочку. Вот так вот сделаю. Солнечного шамана я закинул предметы, потому что он стоит 4 монеты на продажу. И именно из-за этой причины я в него закинул предметы. У меня есть еще баночки 5 штук, но я их пока не хочу юзать. Я их юзну в крайний случай, если понадобится. Если не понадобится, то я оставлю на потом. Мало ли я с кем-то 1 на 1 останусь, у нас там будет много ничья, и у нас начнет КП убывать. Но я, если честно, сам в это... Ух ты! Ну, неплохая гида упала, как бы. Я не скажу, что плохая. Во-первых, божественный отпечаток, радик, мантия. Единственное, что вот эти вот бесполезные некромиконы. Они как бы есть, но их как бы и нету. Потому что, ну я думаю, так все прекрасно понимают, то, что активные предметы, они не используются и ничего не можешь сделать. И это прям огорчает. У вас есть активный предмет, и он для вас бесполезен. Почему? Потому что вы не можете его изнуть. Вот и все. А почему? А потому что. А вот разработчики так решили. То есть активные предметы, которые есть у вас в шаманах, они не активируются, когда перевоплощаются.
как мне надоел этот шум, боже. Вот не могут угомониться соседи, вообще не могут. Так что дико извиняюсь, если фоновый шум жесткий. У меня, на самом деле, прям... Мне ГГ. Ничего себе ты огромный такой! Минус 22 на лицо мне выкатил. Вау. О, спасибо. Хотя бы одна фигура, но в троечку хотя бы. Так, я предметы перекину сейчас в этого шамана, потому что он стоит на продаже 5 монет. Если бы он стоил дешевле, то, естественно, я бы по-другому сделал. И я, кстати, сейчас, наверное, попробую сролиться. Так надо сделать. А еще, кстати, я трента собрал в троечку. Так, сюда вот так вот переставляем и получаем трентуху в тройку. Замечательно. Это, конечно, все замечательно. Но я, наверное, ролиться дальше не буду. Или буду. Вот мне как бы надо поролиться, но я думаю, что мне нужно взять 8 уровень. Я думаю, сейчас зверь ко мне еще раз не придет. Вот почему я не особо люблю играть на шаманах. Лютый рандом. Мне пришел разор в тройку. Но знаете, в чем его минус? Минус его в том, что он у меня был плохо расставлен. И из-за того, что он был плохо расставлен, как бы... Разор мог не достать до края шахматной доски. Если бы он мог достать до края шахматной доски, было бы все замечательно. А так, к сожалению, такое. Я, кстати, еще одну цепочку наролю. Мне нужно, чтобы они инкастово перевоплощались. Чем раньше они начнут гасить своих противников, тем будет лучше для меня. Я думаю, это и так понятно. Единственное, что я не хочу сейчас встречать, это зверя. Не дай бог, это сумоний отродье ко мне будет приходить часто, он же меня разорвет. Хотя на самом деле, если мне хорошие фигуры упадут против этого суммонера, то будет все замечательно. Вот, кстати, мне сейчас тайт упал, он мне, конечно, вообще не нужен. Тайт с шмотками на керри. Замечательно. Гениально. Что может быть лучше, правильно? Я думаю, все-таки мне придется в уровень выходить и брать 8. Как минимум из-за того, что если даже я найду АМа себе в двойку, я же его не смогу выставить. Там у Паркера такой огромный стол, бог ты мой, да он сейчас будет выносить все и вся. Да, эта каточка попахивает лузом. Это мой любимый билд, играть на зверях через суммона. Вот серьезно, это мой любимый билд. Я обожаю играть на зверях через суммона. Обожаю. А неплохая мне сейчас Мэрт упала. Знаете, всегда бы выпадал бы нужный персонаж. Вот всегда бы выпадал нужный персонаж. Как по мне, вот честное слово, шаманов нужно бафнуть. Я уже говорил это в нескольких видосах подряд, поэтому повторяться здесь не буду. Я просто скажу, что их в действительности нужно бафнуть. Немного несправедливо. Тебе падают итемы, которые активные, и они не используются. Они используются не потому, что разработчики так решили. Обидно. Я думал, что сейчас ко мне придет там АМ хотя бы, либо кто-то еще. Кстати, там драконы-маги собрались, но, плюс-то в том, что у меня есть шар бездны. А шар бездны перед тем, как шаманы будут перевоплощаться, он еще поработает. Поэтому что? Правильно. Дебаф магов я скину. Дебаф магов я скину. Защищу себя предметом шар бездны. Я, кстати, сейчас могу такую расстановку сделать. Но тоже, я делаю вот такую расстановку, а не дай бог мне сейчас разор попадется. И не дай бог он попадется еще с луком на дальность атаки. Это ж... Ох ты... Боже, какие у него еще и предметы, алло. Не души так, молодой. Насобирал он там из... А чё ты прыгнул? Чё у меня 2 шамана сразу перевоплотилось, а 3-й шаман не перевоплотился? У меня аж 3 цепочки. Ну вот, кстати, еще один минус. Смотрите, какие мне... Не, вот этот орк-шаман, это классно. Он нанес 1000 урона. Ого. Но вот то, что мне еще один тренд попался, это никуда не годится. Усиление приехало, отлично. Яичко. Надо ролиться. Надо ролиться, иначе меня вынесут.
Так, сюда. Отлично. Да ну приди ты, пожалуйста. Ну пора. Не гримтач пора. Хотя на самом деле я бы даже если сейчас и в Леона юзнул. Опять тренд пришел. Но, ребят, вы сами видите, насколько шаманы они рандомные. Тут я вот клон друид пришел с такими шмотками, которые, ну, как бы, ну, такое. Ну, еще и тренд в тройку. Ну, вот меня, закономерно меня вынесли. То есть, вот каково играть на шамана. Но, ладно. Отлично. Давай, чтобы я сейчас яйцо на тебя не тратил, ко мне ты... Так, ладно, я эмов продам. Так, яйцо я заюзаю в этого молодого, потому что он будет стоить 6 монет. И сейчас я закрою замочек, потому что у меня есть яйцо еще одно. Мне нужно усиление с 10... Хотя, на самом деле, вот этот шаман лавы, если бы его апнул, он бы тоже стоил 6 монет. Потому что он в трехзвездочном тире был. Ладно. Надеюсь, это была не ошибка. Ну, а Эма, конечно, продать, я думаю, это такое было. Так, тут эльфы плюс Манки Кинг, но... Ну, вот еще один мой нелюбимый персонаж, это вот этот вот солнечный шаман с предметами, который у меня. Вот, ну, не люблю я его, он станет такой, у него еще такие... Ач. Вы видели этот прикол? 3 хрона было. Меня, кстати, чуть не вынесли. Плохо. Сказать, что все хорошо, это все равно, что ничего не сказать, потому что все очень плохо. И я чувствую, я вылечу. Ой, как я вылечу. Не знаю, я отдам сейчас такие предметы ему, пусть он лучше перевоплощается как угодно. Может получится и повезет, что хорошие предметы 4-го тира упадут. Потому что вдруг кто не знает, то на шаманах зеленые предметы перевоплощаются в фиолетовые. Нет, только не ты! Ну, МК еще хорош, окей, и Эмбер хорош. На самом деле Эмбер тащит. Смотрите, сколько урона Эмбер накидал. 15 тысяч урона молодой кинул. Ух. Как же мне люто повезло. Как же мне люто сейчас повезло. Если бы не Эмбер, то меня бы, скорее всего, вынесли. Если бы не Манки Кинг. Все-таки как-никак Манки Кинг, у него кольцо на агро было, плюс у него была палка, которую он мог заюзать нормально. То есть, фух, это было прям на тоненького. Это было на тоненького, поэтому, ребят, не повторяйте это дома. Уберите детей от экрана и не повторяйте это дома. Сохраните свою нервную систему, не играйте на шаманах. Не играйте. Не надо. Судя по всему, это такая себе синергия. Но в самом деле это весело. Вот играть на шаманах это весело, но это не гарантирует вам победу. Как самостоятельная синергия, она все-таки слаба. Она, наверное, очень сильная только в том случае, если у вас есть 5 либо 6 шаманов четко. То есть у вас есть 2 легендарки второго уровня, у вас есть обычные фигуры второго уровня. Ну, хотя бы 5 фигур, окей. Пусть 5 фигур, я уже не говорю за панду. Так, цепочку мы берем по-любому, так как это мое перевоплощение. Хотя на самом деле тоже вот обидно немного. У тебя куча зеленых фигур, у тебя куча белых фигур, и фиолетовая фигура у тебя не перевоплощается в какую-то другую фигуру. Ну, она перевоплощается в легендарку. Просто каждое перевоплощение шаманов дает плюс 2. Ну, я думаю, это и так понятно. Мало ли того, что плюс 2 дает к самому перевоплощению шаманов от стоимости продажи фигуры, так еще и фигуры, предметы на плюс 2 уходят. Не знаю, на шаманах весело играть. Но я не рекомендую никому на них надеяться. Да, это можно как прикольно выкатить их, если они вам идут.
Но если они вам не идут, я рекомендую их скипнуть. И я еще ни разу в этом патче не собирал 6 шаманов. Даже вот 5, ну, давайте так, не 6, 5 шаманов я еще ни разу в жизни не собирал. Ой, в жизни, в этом патче. В жизни. Я, кстати, сейчас возьму вот этого тролля шамана. Мало ли. Ну мало ли. Ну вот. Рубик. Вот Никс. Ладно, рыжий... забираю свои слова обратно. Рыжий лис неплохо появился. Так. Ой-ой-ой. Ну что? Сейчас будет дикая порка. Ну, у меня есть подозрение, что я откисну. Да не то, что у меня... Короче, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Посмотрим. Не знаю, может я сейчас неправильную расстановку сделаю. А может у меня будет грамотная расстановка, но у меня Манки Кин будет палкой своей долбить так, что я не знаю. Я антимага поставлю, ну, чтобы он хотя бы чуть-чуть ману высасывал. Ну, как бы да. Как бы да. У меня добавить нечего, вы, в принципе, все сами видели. И я не буду растягивать концовку на еще миллион лет, на еще миллион минут там и тому подобное. Вот результат игры на шаманах. Повезло. Почему повезло? Потому что передо мной еще был молодой человек, которого Паркер вынес вот так вот без шансов. У него было слишком мало хп, а у него столько бы суммонов, что, ну, вот диву даешься. И вот элементарно было показано, что могут шаманы. Решать вам. Хорошая эта синергия как самостоятельная через волшебников или нет. Либо же может как-то еще стоит добавлять их. Как я уже спрашивал в предыдущем ролике с шаманами, что вы думаете на этот счет? Вы напишите, естественно, в комментариях. И, ребят, понравился ролик? Не забудьте оставить свой лайк, оставить комментарий, а также подписаться на мои каналы, потому что цель на ютубе 5000 подписчиков, а на телеграме 1000. Телеграм закреплен в комментариях. Всем спасибо и всем удачи!